Привет! Приветствую вас на канале Мастерская дяди Леши. Как вы можете вспомнить, в одном из предыдущих роликов у меня сломался китайский мечикодержатель. Вот от него запчасти. И сегодня я решил попытаться сделать по подобной же схеме мечикодержатель, но уже стальной. Потому что походил по нашим магазинам, посмотрел, продается, такое же, вы поняли. Вот, поэтому будем пытаться делать своими, что называется, руками. Делать я буду из вот этого куска 30-ки, прутка стального, сталь 30Х, довольно крепкая. Должна выдержать, мне кажется, любые нагрузки. Не так давно я выкладывал в группу ВКонтакте вот этот вот плашкодержатель, тоже самодельный, поскольку китайский тоже силуминовый, и постигла та же участь, что и мечикодержатель. Пришлось попробовать сделать плашкодержатель. С плашкодержателем, конечно, попроще. Вот. А почему бы не попробовать сделать мечикодержатель? Не будем долго разговаривать. Погнали! Сейчас я создам, так сказать, базу, чтобы перезажаться, потом уже забазироваться, так скажем, в кулачках за проточенное место, чтобы более-менее все это было в центрах. И подготовим вот эту часть с обоих сторон, подготовим вот эту часть и просверлим, и, наверное, сразу же нарежем резьбы, чтобы уже они были готовы и больше к ним возвращаться не приходилось. Наблюдательный зритель наверняка подумал, как же он будет нарезать резьбу, если у него нет мечикодержателя. У меня есть вот такой вот, но квадрат слишком большой для этого мечика. И выход один, только вот так вот подручными средствами. Зажал мечик в тиски, такие вот, и с помощью подручных средств будем дорезать резьбу, потому что на станке мечик уже в патроне начал проворачиваться.
получился в итоге вот такой вот, даже не знаю, как это и назвать, бочонок, что ли. Заготовка, в общем. И теперь самое интересное. Теперь надо сделать вот эту часть плоской. И получилась вот такая штука. В общем-то, даже похоже. Ну, это обломок, да? Если вот так вот взять, примерно похоже. Вот. Ну, а теперь, наверное, самая сложная часть. Нужно профрезеровать здесь, ну как, не отверстие, а... В общем, место сделать для вот этих вот сухарей, или как их назвать. Ну, в общем, штуки вот эти, которые зажимают хвостовик мячика. Эти, наверное, я уже применять не буду, а сделаю, изготовлю, вернее, как правильно говорить, собственные под этот размер, потому что здесь толщина, ну, самого корпуса, да, будем называть его корпусом, толщина получилась больше на 4 миллиметра. Здесь 10, а здесь 14. Но это будет давать возможность зажимать сюда более крупные мячики, это во-первых. Ну и во-вторых, ну, прочнее будет. Чем больше металла в стенке, тем прочнее. Теперь берем приспособу, устанавливаем и фрезеруем. В общем, ребята, процесс это довольно длительный. Весь я его, наверное, показывать не буду, потому что это достаточно нудно. Как говорится, если долго мучиться, что-нибудь получится. Я ее домучил наконец-то. Вот такая вот штуковина получилась. Еще прошел резьбочки. Оказывается, немножко не до конца их дорезал. Ну, дорезал до конца, прошел вторым мечиком. Вот такая получилась штука. Ну, надо сказать, что это все-таки не фрезерный станок. И, ну, во-первых, очень плохо видно. И нельзя фрезу вынуть, да, когда вот горизонтально деталь лежит. Нельзя вынуть фрезу, посмотреть, как там что происходит. И заглянуть нельзя, потому что мешает передняя бабка. То есть очень плохой обзор. Все, что называется, на ощупь. Там по лимбам, эти миллиметры, цифры в голове. Ну, получилось. Увеличил немножко размеры. То есть вот здесь вот ширина этого проема 14. Ну и сухарики вот эти тоже буду делать шириной 14. Ну, теперь приступаем к сухарикам.
При фрезеровании немного увлекся, сломалась фреза, выбила заготовку, вот след остался от сломанной фрезы. Но в целом вроде бы получилось. Немного заднюю сторону обработал на наждаке, чтобы сухарик более плотно ложился вот в этот проем.
Ну что, друзья, вот наш мечикодержатель и готов. Все работает. Ой, чуть-чуть не так. Все превосходно двигается. Зафиксировал я, ну, вот эти, как их, сухари, кулачки, штифтами, кусочками электрода, просто в отверстие позабивал их, так, чтобы не зажимали, ну, сам винт вот этот. Вот. Почему? Потому что я все кумекал, думал, пока вот новогодние праздники, как бы сделать так, чтобы, ну, можно было разобрать, снять эти кулачки, да, то есть ручки, допустим, поменять или что-то еще. Но все такое мелкое, настолько все мало места, как-то вот, в общем, ничего путнего в голову мне не пришло. И я решил сделать его, так, условно, скажем так, неразборным. В случае чего эти штифты можно будет высверлить, как бы не страшно. Сразу скажу про закалку. То есть я не термист, и с термообработкой у меня, скажем так, отношения слегка напряженные. Вот, поэтому, ну, как закалилось, так закалилось. Ну, как что ли, на всякий случай, учитывая, что у китайского они вроде как и вороненые, да, черные, ну, как бы это подразумевает все-таки какую-никакую закалку, а они, вон, расклепываются, разминаются. Как получилось, так получилось. Накатку ручек делал, как вы поняли, как вы видели, резцом. Сначала в одну сторону, потом в другую. Наверняка у вас возник вопрос, что за шаг резьбы такой лошадиный. Да, удалось мне установить такой шаг. Получилось 10,5, ну там примерно миллиметров, я точно не вымерял. Так, приблизительно 10,5 миллиметров. То есть разбил его на равные части. И как такая мелкая, неглубокая, вернее, многозаходная резьба получилась. Ну, накаточка хорошая. Я не буду рассказывать, как я добился такого шага, потому что нагрузка на гитару, на двигатель, если его включить, при таком шаге просто колоссальная, огромная. И не дай бог вы у себя на станке так сделаете и включите, потом я буду виноват. Кто попытается, кто постарается, сами догадаетесь. На ваш страх и риск, пожалуйста. Я ничего показывать на эту тему не хочу. Про фиксацию самих кулачков. Дело в том, что на китайском тут две резьбы. Это правая, это левая. И в самом кулачке тоже резьба в упор, причем левая. То есть получается, когда закручиваешь, мало того, что сама ручка закручивается, еще и скручивается этот самый кулачок. Ну, две резьбы работают в момент вот этого вот, ну, в этом процессе, скажем так. У меня нарезать левую резьбу возможности не было, как вы понимаете. Резец туда не залезет, там отверстие маленькое. Ну, а мечика у меня такого нет, поэтому, ну, в общем, вот. Сделал вот так. Демонстрировать работу мечикодержателя, ну, я думаю, смысла не имеет. Потому что, ну, что тут демонстрировать? Мечик зажал. Продемонстрирую, как он зажимает мечики. Мечик зажал, да и, что называется, крути. Вот, пожалуйста. Такое дело. Не сравнится вот с этим. В целом мне нравится, как получилось. Довольно-таки неплохо вышло. По крайней мере, точно крепче, чем китайский. Заходите в группу «Мастерская дяди Леши» ВКонтакте, на мою страничку в Инстаграм. Заходите на страницу канала «Мастерская дяди Леши», подписывайтесь, смотрите другие ролики. После того, как досмотрели этот, поддерживайте канал «Мастерская дяди Леши» на Бусти. А у меня на сегодня все. Всем пока, всем привет.